Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее в этот красивый, праздничный, яркий день. Будем красиво планировать эту весну. Начнем же эту весну вот так красиво и интересно. Да, мы стремимся, мы бежим вперед, но необходимо на сегодня заземлиться, сказать добрые приятные слова, сами знаете кому. Красивая половина человечества, я вас поздравляю. Девушки, женщины, кому какое обращение нравится, потому что я знаю, сейчас в умной части начнется как раз таки мы вам не ребята, но давайте сейчас о красивом. Желаю всем моим подписчикам, водолеям, счастья, любить и быть любимыми. Потому что для водолеев это такое очень важное счастье, очень важный момент, который на самом-то деле раскрывает все грани этого знака, потому что когда внутри есть счастье и любовь, тогда и интеллект пристроится, и движения будут размеренными, и действия будут адекватными, и все тогда будет хорошо. Поэтому, девочки, девушки, женщины, я вас поздравляю. Мужчины, желаю вам быть надежными водолеями. Да, быть надежными водолеями, чтобы женщинам с вами было хорошо. И тогда у нас в мире все будет хорошо. На такой приятной ноте начинаем такой большой гороскоп. Это весна действий, ребята. Я понимаю, что осенью 24-го у нас была такая сильная, мощная, напряженная осень. Зимой мы эмоционировали в прямом смысле этого слова. Вы отметили свой день рождения, вот они закончили. Мы плавненько в марте. Да, ребят, сейчас будем планировать март, апрель и май. Естественно, забегу еще и на июнь. Расскажу все события этого месяца. Расскажу подекадный гороскоп для водолеев первой декады. Это если вы с меня смотрите по солнцу, да, солнечным водолеем. Первая декада, кто родился в январе, вторая декада, кто родился с 1 по 10 февраля, и третья декада водолеев, это кто родился с 11 февраля и до знака зодиака рыбы. Вот такая философия. Если вы смотрите меня по асценденту, вы асцендентный водолей, тогда делите 30 градусов четко на 3, потому что по солнышку есть еще складывается другой смысл, который многие не хотят видеть, поэтому вот такая градация у декад. Ну что, ребят, готовы? Поехали! Берите ежедневничек, помечайте важные моменты, кому как нравится, кому как удобно. Едем. Мы с вами в марте. У нас со 2 марта начался период ретроградной Венеры. Ретроградная Венера у нас в Овне со 2 марта по 13 апреля. Да, ребят, традиционно на 6 недель у нас ретроградная Венера. До конца марта она у нас ретроградная в Овне. 29 марта она переходит в Рыбы, возвращается. То есть вот весь этот март у нас эмоции будут амплитуда вверх-вниз, вверх-вниз, будет штормить, да, будет такая история активности. Очень сильно, конечно же, повлияет это на водолеев первой декады. У вас будет очень большой такой спектр, очень большие амплитуды, то есть захочется и радости, и праздника, и счастья, и потратить, и вложиться. Делайте это с умом, делайте это разумно, потому что ретроградная Венера — это когда период в нашу жизнь входят какие-то наши мысли, связанные с Венерой. Венера — это про что? Про покупки, про траты, про финансовую стабильность, да, про наши деньги, естественно, про наш внешний вид, облик, как мы выглядим. И вот это вот все хочется менять. Про бывшие отношения, про любовные. Очень часто в период ретроградной Венеры возвращаются бывшие, но я не скажу, что это основа основ. Как правило, что-то из сфер жизни, которая лично у вас провисает, на которую вы долго время не обращали внимания, она наконец-то начинает волновать. Да? Поэтому вот здесь про это ретроградная Венера, да, будет. У каждого, еще раз говорю, я рассказываю общий гороскоп по декадам, ребят, да. Если вы мне напишите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, я открою именно вашу натальную и транзитную карту и скажу, что именно у вас будет меняться в этот период ретроградной Венеры, хотя у нас не только ретроградная Венера в этом марте, да,
пока она только вот так вот разгоняется в ретроградности в своей, да, то есть апогей будет, забегая вперед, в коридор затмений, который случится с нами на следующих выходных. Ребята, очень близко и очень скоро, да. Пока у нас такая тема полегче и растущий лунный цикл, да. Поэтому здесь скажу, что у водолеев и первой, и второй, и третьей декады будут такие любовные отношения, переживания, история с финансами, история связана с тем, что в жизни что-то нужно менять, либо финансов не хватает, и это абсолютно нормальная история, я вам так скажу, ребята, не только у водолеев в этом году, в принципе, и весна будет большим толчком к развитию. То есть, если вы мне сейчас в комментариях напишите, что у вас резко что-то меняется, резко вас где-то зажимают обстоятельства, кому-то срочно потребовались от вас деньги, кому-то от вас срочно потребовались ваши действия, ваши навыки, там, таланты, да, то есть срочно вас заставляют что-то делать, и вы думаете, что вообще происходит со всех сторон, там, отношения, например, начинают рушиться, потому что здесь тоже может быть такая история, это я всем водолеям сейчас говорю, да, просто потому что если, например, рушатся отношения, значит, в этих отношениях нужно что-то облагораживать, нужно что-то менять, выкидывать какие-то старые привычки, что-то новое, садиться договариваться, говорить о нужном, о важном, о сердечном в том числе, да, вот здесь сердечную мышцу свою качать. В прямом смысле здесь нужно понимать, что максимальный эмоциональный период возникнет здесь в марте, у нас с 14 по 29 марта, ребят, связан с периодом коридора затмений. Начинается он с лунного затмения, это полнолуние в Деве, закончится 29 марта, это будет новолуние в Овне, либо солнечное затмение, да, то есть убывающий лунный цикл в коридор затмений. Плюсом еще с 15 марта у нас накладывается период ретроградного Меркурия, который продлится до 7 апреля. То есть вы чувствуете, да, у нас вот так вот март, вот сейчас самое начало марта, вот первая неделя марта была такая более-менее, ну, такая на раскачку, то есть что-то происходило, что-то двигается, что-то случается, и вот сейчас от нас будут требовать от всех действий, то есть вот активных. Я же за то, чтобы не принимать решения необдуманные под эмоциями. Нужно все просчитывать. Ребят, ваш второй компонент вашего управителя — это Сатурн. Понимаете, независимо от того, по Солнцу вы водолей, либо вы асцендентный водолей, да, то есть, да, Уран — это хорошо, стремление развития в будущее вперед, но, ребят, у вас второй компонент — это Сатурн, когда решение нужно принимать не под давлением эмоций, а с точки зрения здравого смысла. То есть просчитывайте все ходы ваших действий с точки зрения разумно-неразумно, для того, чтобы эмоции не дали тот самый результат, который не хочется. Поэтому здесь, понимаете, будьте аккуратны с тратами, будьте аккуратны с тем, что вы говорите. Это вот я вот всем такое напутствие в коридор затмений говорю и в этом марте, да. Будьте аккуратны с тем, что вы делаете, говорите, для того, чтобы не потерять репутацию. Особенно для водолеев второй декады очень важна тема репутации, потому что как раз сейчас Юпитер идет по второй декаде Близнецов, делает роскошный трин, когда вы будете, если делать правильные действия, решать сложные задачи на всю эту весну, то у вас будет складываться потрясающая репутация, которая даст вам тот самый социальный статус, даст тот самый рост, даст ту самую удачу, про которую вы меня спрашиваете. Это для водолеев второй декады. Для водолеев первой декады, ну, ребята, у вас очень интенсивный период, и вы мне скажете, ну, почему? И вы мне, кто-то даже скажет, что это с каким-то напряжением идет. Ребята, я скажу, что все ситуации, которые будут с вами случаться, вот уже если случились, это не для того, чтобы опустить, это для того, чтобы поднять вверх. Напоминаю, что сейчас идет по первой декаде водолеев Плутон. Плутон — это всегда про бизнес, это большие финансы, про поднятие себя физически вот в таком уверенном состоянии в этом мире. То есть, если вам казалось, что вы вот такой вот простой человек, и вот как-то вот у вас ничего не получалось и с бизнесом, и с финансами, и вы вот как бы недостойны, то здесь приходит Плутон и специально подкидывает задачи, чтобы вы их решали, поднимались и понимали: ого, оказывается, я это могу, а я это могу, и я замечательно с этим справляюсь, так я же могу совершенно, ну, другими навыками, талантами зарабатывать, я могу вообще совершенно другую должность иметь, я вообще-то и сам могу это все построить и сделать. Вот про это Плутон, ребят, про большие сделки, про бизнес, про развитие, про работу. Но
здесь есть такая история, что когда энергии очень много и мы не идем в развитие, неважно какого мы знака зодиака, да, то есть эта энергия в нас сублимируется, мы ее не расходуем и мы ругаемся с близкими, то есть мы в прямом смысле не реализуемся, да, и тогда у нас такое недовольство в семье, а нас, я всегда говорю, что у нас в семье самый плохой человек или плохой человек, да, это муж или жена, то есть наша вторая половинка, которая нам всегда указывает на то, что нам нужно делать. Ну, то есть мы же всегда находимся в браке с тем персонажем, кто максимально, ну, то есть может нас задеть, уколоть, подсказать. На самом деле брак и отношения это очень хорошо с точки зрения того, что когда случаются какие-то странные ситуации в жизни, у вас рядом есть человек, который имеет другой взгляд и другое мнение. То есть это как бы просто посоветоваться. И снимая вот эту вот шляпу гордыни и всезнайства, да, можно очень классные манипуляции в жизни делать, крутиться вдвоем в браке, в отношениях, если шляпу снять, да, всезнайство. Но до этого тоже нужно дорасти. Поэтому если вы понимаете, что в принципе ваша вторая половинка-то вещи говорит, нужно прислушиваться. Нужно понимать, потому что вдвоем по жизни идти легче, проще, быстрее. И особенно если у вас в союзе есть дети, то это очень даже хорошо. А тогда, ребята, скажу, что водолей, первой декады, у вас большой рост, у вас большое развитие в этом марте и в весну в том числе, но у нас 26-го, в ночь с 26 на 27 марта Лилит меняет знак и из весов переходит в Скорпиона. И здесь водолей первой декады. Естественно, не было бы все так просто, да, не было бы все так просто. Скажу вам, что в конце марта придет такой большой, гигантский вселенский страх, непонятно откуда. Я недостойна, у меня не получится, да зачем это нужно, что это такое, это какие-то сложности непонятные, это вообще не про меня, это не мое, слишком много заморочек. В работе такое бывает еще перед браком, перед отношением, потому что, скажу я вам, дорогие водолеи первой декады, у вас эта история может нарисоваться в период этой весны, после как раз таки вот этой такой интересной, мощной, сложной весны, летом, те водолеи, которые одинокие, можете совершенно нормально, прекрасно жениться, выйти замуж, и у вас это получится. Хорошая такая история. Поэтому если у вас сейчас будет в этом марте, скажите, пожалуйста, кризис в отношениях, просто разберитесь, поймите, почему кризис, в чем. В чем история, если у вас... Смотрели мое большое видео «Любовный гороскоп»? Если не посмотрели, в конце ролика прикреплю, посмотрите. Там про любовные отношения постаралась очень много рассказать. На самом деле еще очень много можно рассказывать, но это уже все, как говорится, у каждого в личной жизни на практике отрабатывается. У каждой отдельной семьи, да, у каждой отдельной пары. Но история заключается в том, что всегда перед важными событиями нам страшно. Это нормально, ребят, всем страшно. Никому не везет, у всех есть чувство страха, паники, волнения. Это нормально. То есть у водолеев первой декады большой, мощный такой скачок, но нужно в этом марте разобраться в себе, разобраться в таких сложностях и уже начать предпринимать какие-то действия. В коридор затмений будет, конечно же, сложно, эмоционально сложно, будет штормить, но не невозможно, ребят, не невозможно. Водолей третьей декады. На этот март у вас большая интересная история. Большая интересная история, связанная с новым, конечно же, миром, потому что сейчас Уран как раз идет по третьей декаде Тельцов, и вам может казаться, что у вас разрушается полностью все. Кто-то сейчас будет мне писать, что просто рушится все, что строилось много лет. Я уже читала ваши вопросы, комментарии на кармическом гороскопе. Ребят, правда, не на всех хватает времени отвечать. Я уже по прошествии времени открываю, отвечаю. То есть, если вы там писали, и я не ответила комментарий, напишите его здесь, продублируйте. Нормально. Я увижу, что вы там отвечали, туда перейду, там отвечу. Ну, для того, что... Я надеюсь, вы понимаете, что времени не хватает. Комментариев с каждым разом все больше и больше. Поэтому здесь с пониманием. Да, водолеи третьей декады, я не скажу, что здесь мир такой специально сложный, решил вас вот в эту зиму и вот в эту весну как-то вас специально опустить. Нет, иногда нам нужно почистить шкафы, в
в прямом смысле. Иногда нам нужно уйти с работы, которая нам не нравится. Иногда нам нужно понять, что наши отношения это вообще не то, потому что и мы себя ведем в этих отношениях странно, и мы вообще не про эти отношения, мы вообще несчастны. Ну, если несчастны, то нужно что? Разобраться и понять, почему мы несчастны. Потому что когда приходит такой аспект Урана, это квадратура. Это про что? Это про то, что нам хочется как-то в новое. Нам хочется как-то, вот мы думаем, что мы в этих отношениях устали, нам хочется новые отношения какие-то. Пойдем-ка мы куда-то вот там, да. Работа у нас не та, да. Пойдем-ка мы найдем другую работу. На самом деле на этом аспекте люди могут бесконечно искать там года 2 работу и не могут найти. В чем вопрос? И в отношениях точно так же, да, то есть пробовать разных партнеров, и потом такое ощущение вообще, что это было, и мне никто ничего не нравится. Это история про то, что себя не знаем. Квадрат Урана – это история, когда мы хотим что-то, но не понимаем, когда мы по Солнцу Водолей, но как Водолей мы не живем. То есть мы живем как-то в таком вот закостенелом мире, ведем такой обычный образ жизни, какие-то мысли интересные, творческие, креативные у нас были в подростковом возрасте, но мы не идем вперед, да. Из-за этого вот все эти проблемы, мы думаем, что где-то там мы это найдем, но попробовав, поискав, мы не находим. Вот здесь про это история. Здесь история про то, что нужно как раз-таки понять, что же именно вы хотите, и начинать делать, внедрять новое. Когда начинаете внедрять в работе, проявляться, как вы хотели, искать работу, в которой вы хотели всегда реализовать, покопайтесь в своих мечтах и целях, которые были у вас в подростковом возрасте, и еще особенно то, что вы хотели от 20 до 20 лет, как раз-таки, когда был то есть квадрат Урана в том числе. Здесь нужно как раз-таки посмотреть, что именно было в вашей жизни, чего же вам хотелось, как хотелось реализоваться, хотелось же такое что-то дерзкое сделать, что-то такое интересное, тусовки, мероприятия, друзья, движения. И это нормально, это неплохо, это хорошо. Вспомните себя в том состоянии. Конечно, если вам уже 43-44, у вас аспект Урана, и вы хотите как в 20 лет, как в 20 лет не будет, ребят. Нет, нужно вспомнить, как вы хотели тогда, но начать себя в этой жизни реализовывать, жить как вы хотите. Ну, по-другому, ребята, никак. Здесь не получится жить, например, смотреть, как у других. Нет. Надо, вот как себя, тогда вас перестанет штормить, постоянно менять работу. Тогда вас перестанет штормить, выходить из отношений, ругаться, скандалить. То есть здесь про это. Тогда у вас в личной жизни все устаканится и будет хорошо, потому что вы будете счастливы. Вы поймете, что счастье это не постоянно что-то новое, неизведанное изучать, проходить. Я, конечно, ни в коем случае не хотелось бы мне говорить про вредные привычки. Здесь может быть и про это новое, да, то есть это вообще, ну, не надо переступать вот эту черту. Водолей это тот, кто творит, создает креативное, создает что-то новое, изобретает, то есть это постоянный изобретатель, то есть неважно 3 ему года или 70, то есть это постоянный изобретатель, которому просто хочется, а почему это так? То есть это тот самый нестареющий ребенок, который постоянно что-то ему надо, залезть куда-то, проверить, чикнуть, что-то где-то вот так вот, а может быть это совершенно не так работает, да, поэтому будьте вот этим исследователем своей жизни с точки зрения вашего профессионального роста, тогда личная жизнь у вас не будет подвисать постоянно, то есть не будет вот этих качелей в личной жизни, которые будут давать очень большой и жесткий откат назад. Здесь про это, потому что да, здесь разрушение старого, либо построение нового, новые классные привычки, семья и, конечно же, страхи. То есть здесь, что вы хотите нового, что вы хотите с собой классного и старого взять с собой, потому что все-таки, если рядом с вами те самые люди, с которыми у вас связано очень много классных событий, я все-таки советую брать их с собой в новую реальность для того, чтобы все оно было, складывалось хорошо, потому что сила, ребят, в людях, которые есть рядом с вами, поэтому вот эти теплые, приятные моменты нужно сохранить в этом марте 100%, и тогда весну вы начнете ярко, интересно, красиво. То есть не ругайтесь, не пылите, вот по-водолейски, как я знаю, вот вспыльчивость такая есть.
не помню, говорила про водолеи второй декады. Ребят, водолеи второй декады, у вас быстренько, коротенько повторюсь, здесь успех, расширение семьи, расширение карьеры, расширение статуса. Возможно, у кого-то переезд, покупка своей недвижимости, которую вы хотите. У водолеев первой декады, кстати, тоже. У водолеев второй декады здесь необходима мудрость, необходимо обучение, релокация, возможно, переезд, но 100% вернетесь потом обратно, либо это хороший отдых, хорошее такое настроение в марте. И в апреле в том числе тоже, ребят, скажу вам так. Поэтому здесь, если у вас большие такие планы в профессиональном росте, здесь растите, ускоряйтесь, реклама, пиар хорошо подойдет, будет очень хорошо, да. Образование, обучиться, тоже расширение семьи, на таком прекрасном аспекте Юпитера случаются детки, это тоже очень хороший аспект. Расширение жилплощади тоже, да, поэтому здесь обязательно дерзайте, потому что такой аспект Юпитера будет, ну, год через 4. Благоприятно, когда будут говорить, а когда удача к нам придет? Через 4 года следом вот такая вот быстрая, амбициозная. Но этот аспект Юпитера, он тоже на хорошие деньги. Но это вот такой легкий аспект, когда даже напрягаться не надо, просто вот нужно делать свое дело очень хорошо, да. То есть то, что задумали, составили планы, постарайтесь сделать и март, и апрель максимально много. Для чего? Потому что когда вы делаете, оно приходит к вам еще с большей силой и отдачей, да? Юпитер — это благодарная планета. Когда вы делаете что-то с благодарностью, вот с такой отдачей, благородно в том числе, получается еще очень сильно даже круто, да? Чем еще вы планировали даже. Поэтому здесь нужно ни в коем случае не тормозить. Но большая вероятность того, что на этом аспекте можно просто залениться и упустить возможности. И очень многие тратят это время, потому что нет других отягощающих обстоятельств, которые заставляют двигаться вперед. Там какие-нибудь такие сложные возможности, когда мы, там, например, и финансовые какие-нибудь истории, которые заставляют нас двигаться вперед и еще больше зарабатывать. Да? Поэтому здесь у Водолея второй декады нет таких сложностей. Конечно же, ребята, без учета личных транзитов, которые здесь у меня в карте, не видны. Здесь я рассказываю только вот ваши общие, да, транзиты, но вот личные только при указании ваших дат, времени и места рождения. Вот такой март, Водолей, 1, 2, 3 декады, и вот мы в апреле, да, после коридора затмений. Вообще у нас после коридора затмений он заканчивается 29 марта. 30 марта у нас, внимание, эмоциональный период, не Меркурий, Нептун у нас переходит, он в соединении с Венерой ретроградной и с Меркурием ретроградным, и как раз таки они вот так вот внахлёст. 30 марта 2025 у нас Нептун из Рыб переходит в Овна. Это большой, мощный, эмоциональный и яркий момент. Очень сильно заметят Водолеи первой декады. А у вас автоматически появится такое вдохновение, движение, конечно же, не в полной мере будет это творческое вдохновение, да? У кого-то даже будет приходить любовь. Ребят, скажу, что максимальный спектр этих чувств придет к нам уже в 26 году, в начале года, в первой половине, когда Нептун как раз-таки уже основательно перейдет в Овну, потому что все-таки осенью 25 года он еще откатится назад в Рыбы, и потом в ретроградном движении, потом опять осенью развернется зимой, и все уже. В 26 году он будет точно в Овне, и вот тогда разыграется вот это творческое начало. Но сейчас пока немножко вот такая репетиция, да, про что будет транзит Нептуна. Это про творческую составляющую, эмоции, любовь. Кто-то строит семью, отношения, кто в зависимости еще каким домом управляет Нептун в вашей натальной карте. Здесь, конечно же, про любовь, взаимопонимание, хорошие теплые отношения. Если Нептун у вас управитель дома денег, неважно какого, 2, 6 или 10, то тогда здесь приход финансов. Ну, вообще, если будете трудиться и пахать Водолеи первой декады, конечно же, будет приход финансов. У Водолеев второй декады этот аспект будет не такой ярко выраженный, но все равно он будет, придет
чуточку позже, этот аспект настигнет года через 3, через 4, вот такой мощный, такой интересный, красивый, да, с такой приятной нептунианской отдачей. Но это аспект, над которым тоже нужно потрудиться. То есть без труда, ребят, не могу вам сказать, что без действий что-то получится, да, потому что все, что начинается этой весной, необходимо делать. Для водолеев третьей декады вы мне сейчас скажете, а для нас аспект Нептуна. Ребят, интенсивность этого аспекта для вас вы будете ощущать лет через 5. Вот такая история, лет через 5-6, здесь захлест таких чувств. Все то, что говорил для первой и для второй декады водолеев. А сейчас пока для вас не дошел этот транзит. И да, вот у нас Нептун. В конце марта поменял знак, и мы вот в апреле. До 7 апреля ретроградный Меркурий уже в Рыбах. До 13 апреля у нас ретроградная Венера тоже в Рыбах. То есть это все наши эмоции, действия, которые с нами случались в марте. То есть это вот такой нахлест таких эмоций большой и для первой, и для второй, и для третьей декады. Потому что для всех будет по-разному, но стремление идти вперед будет у всех водолеев. То есть если вы мне сейчас напишите, что вы лежите в безэмоциональном состоянии, в апатии, потому что мне был даже такой комментарий, я в апатичном состоянии, ничего не могу делать, водолей первой декады, для меня это немножко странно, потому что на таких аспектах нужно двигаться вперед. И я понимаю, что силы и интенсивность аспектов, когда их очень много, вызывает такое даже депрессивное состояние. Но, ребята, я вам всегда хочу сказать, основное, мощное качество водолеев, неважно, солнечный вы водолей или асцендентный водолей, это оптимизм. То есть в любой ситуации понимать, что эта ситуация дана для того, чтобы наоборот ускориться. Потому что скорость, будущее и оптимизм – это основные качества водолея. Да, если вы по асценденту водолей и вы не оптимистичны, тогда ваша натальная карта не играет так, как должна играть, понимаете? То есть при всех при этих вот таких вот шарашащих аспектах еще и нужно быть дружелюбным. Потому что дружелюбие – это тоже основное качество водолеев. Как я распознаю водолеев, которые по Солнцу? Да вы мне в комментариях пишите: классно, нормально, все, работаем, движемся вперед. Как я узнаю тех водолеев, кто по Солнцу не живут? Ну, то есть качество водолея в солнечном знаке не проявлено. Вы постоянно пишете, что не называйте нас ребятами. Какие же мы ребята? Ребята, это основное качество водолеев. У меня Солнце находится в 11 доме водолея. Я вот всех называю ребятами, потому что, ну, я же вас не вижу. Понимаете, я же не могу вас назвать друзья, да, очень сильно хочется, но для многих это вот та грань, которую не надо переступать, такое чувство такта, да, поэтому вы для меня ребята, потому что я вас в этот момент ставлю вот на один уровень с собой, да, ни выше, ни ниже, мы вот так общаемся все вместе, вы мне задаете вопросы, я знаю ответ, я на него отвечаю, либо же задаю встречный вопрос и в этом разбираюсь, поэтому вот такое небольшое откровение, ребята. Дорогие мои водолеи, да, поэтому задавайте вопросы, если они у вас есть. И да, скажу, что основное важное качество движения вперед – это дружелюбие, коммуникация, потому что в период ретроградной Венеры и ретроградного Меркурия можно растерять всех. В прямом смысле и любимых, и друзей, быть на нервах, быть на эмоциях. Но хороший водолей – это тот, который всегда договорится. И я знаю очень много водолеев, которые умеют договариваться. И знаю много водолеев, которые это делать принципиально не хотят. Ребята, снимаем вот эту шапку всезнайки, потому что основное качество водолея – это быть супер умным, но при этом позволить себе чувствовать себя дурачком. И это нормально. Это снимает вот эту гигантскую глыбу ответственности, которая есть у водолеев, которая с ними с детства родилась, но они пытаются своим пофигизмом ее снять, как-то сдвинуть. Ребят, вы абсолютно осознанный знак зодиака, очень сложный, то есть вы не в первых каких-то знаках по перечислению, вы почти завершающий, то есть сложная октава знаков зодиака, принимайте эту историю, поэтому задачи у вас по жизни тоже непростые, идите вперед. И да, эта весна требует от вас действий, решений, движений, идти вперед, потому что с 13 апреля у нас начинается, вот сейчас все вспоминаем осень 2024 года, вспомнили? Угу. У нас там был аспект Марс в оппозиции с Плутоном. Так вот, ребят, у нас 24 февраля ретроградный Марс развернулся, пошел в директное положение. И сейчас с 13 апреля
по 12 мая у нас будет опять оппозиция на небе Марс-Плутон. Все помнят свои эмоции, события и действия осенью. Так вот, у нас возвращается этот период, и сейчас нужно прожить его не в таком состоянии просто стойкости, нужно наоборот предпринимать как можно больше действий. Да, ребята, скажу, будет страшно, максимально будет страшно. Конечно же, у нас еще здесь подключается Лилит в оппозиции с Солнцем. И у нас с 21 по 28 апреля будет максимально точная оппозиция Марса с Плутоном. Плюс здесь еще собирается у нас в такую астрологическую конфигурацию большой квадрат или большой крест она называется, да, в которой будут участвовать еще Лилит и Солнце. То есть и вот эта мощная история с 21 по 28 апреля будет очень сильно, конечно же, влиять, выводить из состояния вот такого расслабления водолеев первой декады. Естественно, ребята, да, это такое напряжение, наши максимальные страхи, то, куда мы боимся идти. Почему? Потому что задача того, чтобы было сложно, да, конечно же, чтобы было сложно, чтобы было недосягаемо. Для чего? Да для того, чтобы мы ценили, да, и всегда нам перед этим моментом страшно, да, то есть куда идти вперед, финансовое развитие, 100% будут остро стоять эти вопросы, будут стоять вопросы своей реализации, менять, не менять работу, захочется резко вспылить, потому что же Марс, Плутон это две самые агрессивные планеты, и здесь по-другому никак, вот прям никак, ребят, нужно научиться идти вперед, решать вопросы, проявлять себя, действовать, но при этом тактично, при этом красиво, при этом не нарушая правила, ответственно, да, для того, чтобы все складывалось очень хорошо. У водолеев первой декады очень сильно, мощно, интенсивно будет проигрываться история. У водолеев второй декады этот аспект настигнет уже больше, я скажу, в мае, да, то есть первая неделя мая будет такой достаточно интенсивной, достаточно амбициозной, да. Но у водолеев третьей декады это будет, ребят, конец как раз таки мая, когда здесь еще и квадратура Урана будет проходить, да, то есть все действия сделанные как раз таки проиграются в конце мая, и здесь будет зависеть вопрос внутренней готовности быстро реагировать на обстоятельства, которые, возможно, не очень сильно нравятся. Поэтому, ребят, будьте, пожалуйста, аккуратны в своих действиях, но нельзя сидеть, нельзя сдаваться, нельзя унывать, нельзя, скажу так, думать, что обстоятельства вот за вас все решили. Нет, решаете здесь вы, каждый решает здесь так, как ему надо, какие ваши запросы, планы на жизнь, ваша социальная реализация, какие ваши желания, амбиции, а амбиции у водолеев непросты. Давайте будем честными, неважно, водолеевы первой, второй или третьей декады, да, но у водолеев первой декады-то амбиции вообще ого-го, просто невероятные какие, да, то есть вы еще козерогом, прям вот козерожья такая очень мощная статусная энергия. Ну так закрепитесь вы уже своим статусом в этом мире, вы в него так долго идете, и от вас эта весна требует как раз таки этих действий, да. То есть, ребят, каким будет май, зависеть как раз таки будут ваши действия в марте и в апреле. В апреле вот такая большая, очень сильная, мощная кульминация ваших действий. Готовы, не готовы, боитесь, не боитесь, страшно, не страшно. Страшно всем. Не думайте, что вот есть кто-то, кому везет и им не страшно. Ребят, ну страшно всем, это нормальная история, да. То есть эти страхи будут как раз таки работать с вами. Страхи очень сильно максимально сейчас влияют на водолеев. Первая декада начнут влиять, лето будут страхи у водолеев второй декады, мощная такая история, идти вперед, не идти вперед, строить свой новый мир, не строить, идти в образование, расширяться, переезжать. Вот здесь будут у вас максимальные страхи, вы будете думать, что вы недостойны. Почему? Почему недостойны, ребят? Может быть, не знаю, от мала до велика какие-то невероятные страхи, и вам такой, люди будут постоянно рядышком находиться с окружением, да, которые будут вам как бы намекать двигаться вперед дальше, да, ну, то есть постоянно. Кстати, здесь будет очень хорошая смена окружения этой весной у водолеев второй декады, поэтому постарайтесь не сидеть дома, необходимо действовать, то есть необходимо своим Юпитером заниматься, прокачивать вперед, двигаться
двигаться вперед, даже если вы где-то не согласны и хочется прям поскандалить. Ребят, не надо, у нас Юпитер только вышел из ретроградного движения, надо просто уже идти вперед. Ну и Водолей третьей декады, скажу, что максимальная мощная работа со страхами у вас будет осенью и зимой. Как раз таки Лилит будет идти по третьей декаде Скорпиона и делать квадрат к вашим солнцам. Поэтому здесь разберитесь со своими страхами сейчас, чтобы, вот я бы так сказала, конец 2025 не стал таким местом, когда устали, настроения нет, эмоций нет, вот такое состояние паническое, да. Сделайте сейчас как можно больше действий для движения, для своего будущего, и тогда все будет хорошо. Но для этого апрель должен быть очень активным, то есть в марте сейчас начали, в апреле продолжаем с большей интенсивностью движения вперед, и будет хорошо. И вот, ребята, мы в мае, 5 мая у нас уходит в ретроградное движение как раз таки Плутон, который идет по первой декаде Водолеев. Ребят, я не скажу, что эта история какая-то очень сложная, очень какая-то мощная, но здесь, конечно же, финансовые, все упущенные выгоды и возможности, будете в этих вопросах разбираться. Как повлияет этот период ретроградного Плутона? Он у нас с 4 мая до октября, классическая история, середина октября, каждый год одно и то же, проанализируйте все свои года, как на вас влияет ретроградный Плутон, да? То есть это большие мощные глобальные истории, где мы меняем что-то. То есть если у нас что-то не получилось до этого, то мы делаем работу над ошибками. Делайте работу над ошибками, не бойтесь показаться то есть не идеальным, что что-то не случилось, случилось не так, как вам хотелось бы и тому подобное. Не загоняйте себя. Здесь необходимо как раз-таки в больших деньгах, в финансах, в развитии, в масштабе понять, чего же вы все-таки хотите. Да? Ну и тогда этот период ретроградного Плутона сложится очень хорошо для всех водолеев, всех декад. Поэтому, ребят, здесь просто, потому что Плутон это большая, мощная, сильная, а главное честная планета. То есть, если где-то вы себе вот солгали, то тогда вот не надо так с собой. Себя нужно любить, нужно понимать и честно быть максимально с собой. Ну и да, ребят, у нас 25 мая Сатурн выходит из знака Рыб и входит в знак Овна. И приходит вот этот большой, мощный аспект для водолеев первой декады. К слову, в это же время у нас в начале мая уже Юпитер ушел в третью декаду Близнецов и делает прекрасный трин водолеем третьей декады. Ребят, вы спрашивали, когда будет удача? Вот она к вам пришла. Поэтому здесь Уран, конечно, заставляет обнуляться, но Юпитер говорит, все будет хорошо. Поэтому в мае, дорогие водолеи третьей декады, придет к вам такой оптимизм, что все будет хорошо, желание куда-то переехать, желание что-то новое изучить. Естественно, для развития это нужно. То есть освоить новые навыки, съездить куда-то, возможно, здесь командировки, конечно же, получится очень хорошо. Ездите, ни в коем случае не оставайтесь на том же уровне. То есть в мае очень хорошее время для водолеев третьей декады как раз-таки идти в развитие прям таким новым оптимистичным путем. Потому что, ребята, это продлится недолго. 10 июня у нас Юпитер меняет знак и переходит в знак зодиака Рак. И уже будет совершенно другая история, незаметная, с удачей, с Юпитером у водолеев. Поэтому пользуйтесь этим окном возможностей до 10 июня. Работайте максимально, прокачивайте свой Юпитер для того, чтобы все у вас складывалось, как вам хочется. Потому что Юпитер – планета добрая. Когда мы действуем с добротой, с благородством, с мудростью, у нас получается все еще гораздо лучше. И да, дорогие водолеи, если обобщить по каждой декаде, какой же будет у вас эта весна, во-первых, для всех скажу, что это то самое время, когда вот у меня спрашивают, Женя, когда нужно начинать делать? Я говорю, вот сейчас весной нужно начинать делать. Конечно же, в период коридора затмений всем водолеям будет сложно что-либо делать, эмоции будут штормить, но с учетом того, что это еще и убывающий лунный цикл, здесь, конечно же, будет такая история, дела будут идти не так гладко, но если вы будете завершать какие-то старые дела, да, дела, с которых вы раньше получали прибыль, ваши какие-то проекты, но вы понимаете, что они уже угасают, что вы понимаете, что они не приносят вам радости, а наоборот только забирают деньги, стабильность, ваше здоровье, ну тогда меняйте, прощайтесь, выходите из этого. Да, вам будет казаться, что вы потеряете частичку себя где-то там, но
новое обретете, гораздо большое, интересное, яркое, потому что, ребят, скажу так, у нас 7 июля 2025 Уран меняет знак и из Тельца переходит в Близнецы, и для всех водолеев это просто потрясающее время. Конечно же, очень сильно и мощно почувствуют это водолеи первой декады сначала, но вообще, в принципе, для всех водолеев на ближайшие 7 лет это просто шикарный, роскошный период движения вперед, быстрого ускорения, как я это называю, ускорение свободного падения. И здесь будет понятно, вверх или вниз. Аспекты шикарные, аспекты роскошные. Нужно трудиться, быть водолеем, развиваться и ускоряться. Но для этого кому-то из водолеев нужно будет распрощаться со старым. Как минимум для всех водолеев это прощание со страхами. Ребят, не надо малодушничать, надо просто сказать, ну все. То есть это уже чемодан без ручки, который тяжело нести, тащить, даже если там какие-то были моменты, связанные там, прошлая работа, вот так работали, но поняли, что больше никак. Поэтому все, прощайтесь. Если же вы решили выйти из отношений, понимаете, что больше никак, ну, во-первых, здесь всегда большой и мощный вопрос, что у вас в этих отношениях вы приобрели, что у вас остается, а то, может быть, вы приняли какое-то инфантильное решение жить для себя, просто идти в новое, а у вас там вторая половинка, дети, кучу всего, и вы такие, все, мне надоело, я устал, я ухожу, или я устала, я ухожу, и такое тоже есть. Поэтому здесь нужно подумать об уровне ответственности. Помним, что второй ваш компонент – это Сатурн. Здесь нужно посмотреть все истории, связанные не просто с финансовой стороны договорных отношений. Здесь истории очень важны, как раз-таки душевные. Поэтому будьте благородны, будьте честны, сохраняйте репутацию свою и своей второй половинки. Не ведите себя некрасиво. Нужно себя этой весной вести красиво. Даже если вы ведете большую игру, ведите ее красиво. И тогда все сложится хорошо. Я советую в личных отношениях, конечно же, вопросы решать, договариваться и продолжать, потому что как раз-таки семья для водолеев – это тот мощный тыл, это всегда та подушка безопасности, которая удерживает во всех каких-то проектах, которые штормит вот там, вот это вот все, да. И здесь, конечно же, нужно семью сохранять для того, чтобы вот здесь была стабильность, а там может быть хоть вверх, хоть вниз. Сейчас я никто, а завтра я кто-то. То есть вот такие качели у водолеев всегда. И да, ребят, водолеи первой декады – это весной максимально, да, проявляйте свою силу, мощь, постарайтесь начать зарабатывать больше денег, больше, чем у вас было, да, то есть здесь хорошие финансы, здесь может у вас появиться новый бизнес, новое дело, новая работа, либо же от большого количества энергии будут просто тусовки, разрушение семьи, трансформации, ссоры. Здесь, как говорится, куда вы вкладываете энергию. Да? Для водолеев второй декады этой весной нужно максимально подтянуть свое образование, навыки, таланты. Здесь расширение своего влияния, смена круга знакомых, новое общество, либо переезд, либо иммиграция, либо, конечно же, новое развитие, новое будущее, новый социальный рост и статус. Нужно решиться, да, и решить, что вы хотите. Без действия ничего не получится. Водолеи третьей декады. Здесь, конечно же, ребята, у вас разрушение старого мира в пользу нового. Поэтому, если у вас все сыпется, понимаете, что чему-то уже давно нужно было не существовать, нужно просто идти вперед, новые привычки себе нарабатывать, новые отношения, новая работа. Не бояться этого. Все придет, все придет. А если у вас все старое вас устраивает, значит, вас 100% не устраивает уровень, в котором вы живете. И здесь нужно тогда брать новый уровень, ребят. То есть понимаем правильно, да, мои слова? Мы берем новый уровень в своей жизни и со всем своим старым, семьей, близкими, друзьями поднимаемся наверх. Это сложно. Как правило, если вы берете новый уровень, то сначала вы подтягиваетесь сам, и потом всех остальных за жабры подтягиваете туда. Это сложно. Всегда в этот момент говорят, что ты недостоин, да куда ты намахнулся, да зачем тебе это нужно, это вообще идея, зачем?
Но нет, ребят, не отступаем от своих мыслей, глобальных, больших, мощных и интересных. Водолей — это как раз-таки про это. И да, у всех водолеев первой, второй, третьей декады множество возможностей, либо же много тусовок. Все зависит от того, куда вы направите свою энергию, как у вас будет идти развитие вперед. Дорогие мои любимые водолеи, я желаю вам потрясающей весны. Действуйте, действуйте как можно ярче, сильнее и интереснее. Не откатывайтесь назад. Этой весной нельзя назад. Ну, можно в марте немножечко стратегических вот этих историй предпринять, подумать, посмотреть, но нужно идти вперед. Ребят, не сдаваться, ни в коем случае не утопать в своих страхах и переживаниях. Только вперед. И я вам желаю, и у вас все получится, я в вас верю. Ребят, если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, постараюсь ответить. Ну и только вперед. По классике актуальные ролики в конце видео. Если вы их еще не посмотрели, посмотрите, примите верные решения. Ну и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.